Здравствуйте, уважаемые господа! Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью. Я постараюсь ответить вам на вопросы вашего здоровья, которые вы написали в виде вопросов, опубликовав под моей статьей. Задайте в комментарии под постом свой вопрос по здоровью, я отвечу на него. В завтрашнем вебинаре «Тибетская формула» с уважением Дуйко. Я опубликовал такой пост в своей группе Facebook Дуйко, Кайлас и РТМ. И с удовольствием отвечу на те вопросы, которые вы мне задали. Также я сейчас перейду на свой сайт aduiko.com в вебинарную комнату, где вы можете тоже задавать свои вопросы. Сейчас пока оно загружается. Итак, как бороться с бессонницей? В большинстве своем бессонницы являются элементами неврозов. Что такое неврозы? Условно можно назвать так. Стрессовые ситуации, когда человек их переживает или проходит стрессовые ситуации, или не стрессовые ситуации, а какие-нибудь, допустим, трудности, которые человек вынужден преодолевать в своей жизни. Также всевозможные всплески эмоциональные, неприятные или какие-либо элементы, которые мешают человеку жить, то есть там возможность отдачи долга, проблемы в отношениях, кто-то что-то неправильно сказал, как-то кто-то не посмотрел хорошо и так далее. Все это создает у человека невротическое состояние или по-другому неврозы. То есть на протяжении дня человек, который должен, в общем-то, жить настоящим моментом, заниматься работой, заниматься какой-либо трудовой деятельностью, отвлекается бесконечно на элемент конфликта, который вновь и вновь переживается в его сознании. Он без конца погружается вновь и вновь, находя новые конфликты. Это все называется неврозом. Неврозы создают у человека состояние бессонницы. Неврозы могут создавать у человека вторичные такие проявления, уже соматические. Допустим, если невроз смешивается с состоянием страха, то у человека появляется заболевание почек, и у человека формируется диарея. То есть у человека появляется диарея, он в дальнейшем страдает от того, что у него диарея. Это все является следствием невроза и страха. В случае, если у человека депрессия, то у человека появляется состояние невроза, которое вызывает состояние депрессии, у человека появляется состояние запора, и человек начинает страдать запорами. Так, в случае, если у человека появляется диарея, я рекомендую для того, чтобы сохранить все-таки деятельность почек и не привести к почечной недостаточности, ограничить количество употребляемых белков. В случае, если у человека депрессия и запоры, ограничить количество употребляемых углеводов, можно и жиров на самом деле. Также я хочу вам дать некоторые, по моему мнению, такие очень простые и очень щадящие методы избавления от невротических состояний, в общем-то от самих неврозов, с чем бы они ни были смешаны, к какому бы дальнейшему действию они ни проводили. Итак, ряд принципов, которые помогут вам избавиться от неврозов. Первое. Обязательно разговаривайте об этом. Если вам не с кем разговаривать об этом, нет ни подруг, ни мамы, ни близких, еще никого-либо, то делайте это перед зеркалом. Садитесь перед зеркалом, смотрите на свое отражение, что угодно можете представлять и начинайте выговариваться. То есть все, что вы хотите сказать по отношению к событию, которое возникает, все это необходимо выговорить. Считается, что если человек это выговаривает или выговаривает это несколько раз, то невроз сам по себе исчезает, так как сам принцип появления невроза — это невыговоренная ситуация, которая накапливается в человеке в виде такого психоэмоционального паттерна, который в дальнейшем создает процессы уже создает когнитивный соматический диссонанс вот такой, и создает уже такие массовые поражения, уже соматические поражения организма и поражения, и в общем-то справиться с этим человеку придется. Второй вариант — коммуникация. Когда вы
имеете неврозы, то старайтесь обязательно как можно больше коммуницировать. Выходите в люди, не прячьтесь, не запирайтесь. Потому что когда человек прячется, запирается, погружается в литературу, в книги, еще во что-то, то состояние его ухудшается и переходит уже в психическое заболевание. Именно поэтому человек, который страдает неврозом, человек, перенесший стресс, он должен обязательно начать коммуницировать, выходить в люди. То есть идите в магазины, гуляйте по парку. Очень помогает от неврозов выгул собаки или общение с ребенком и так далее. Старайтесь максимально не произносить слова «я». Старайтесь максимально не создавать повторную ситуацию, которая вновь может приводить к такому же неврозу. Старайтесь переключаться. Я когда-то уже говорил, оденьте резиночку, носите ее на своем предплечье, на своей кисти. И в случае, если вы думаете о том, что создает у вас состояние стресса, отвлекайтесь, переносите свое внимание, произносите что-либо. Из народных препаратов, препараты, которые могут помочь справиться с невротическими состояниями, ну и конкретно с неврозами, это, конечно же, на первое место можно поставить зверобой. 1 столовая ложка зверобоя заливается, запаривается 1 стаканом кипятка, пьется по 1 стакану 2-3 раза в день. Если у вас возбужденное или гипервозбужденное состояние, то к этому всему можно добавлять употребление валерьяны, употребление зверобоя, валерьяны, шишек хмеля. Таким образом, используя данный препарат, изготовленный в домашних условиях, можно улучшить общее состояние. То есть проговариваете невротические состояния перед зеркалом, глядя на себя, общайтесь с кем-нибудь по телефону, жалуйтесь, плачьте, проходите это, вернее, отвлекайтесь. И третье, не сидите дома, старайтесь выгуливать, старайтесь самими с собой разговаривать. Таким образом, эти невротические состояния могут измениться и в дальнейшем отойти на задний план, если вы будете использовать все мои рекомендации. Из препаратов компании Тибетская формула хотел бы посоветовать использовать препарат Magnum Cit 300, препарат Сирантал, который помогает как раз устранить такие нервозоподобные ситуации и убрать ряд заболеваний. Еще раз хочу сказать вам, и при диарее, и при запоре очень показательным является использование препаратов общего успокаивающего действия. Это препараты Сирантал, Поставит, Магний, Magnum Cit 300, Магний B6. Данные препараты, использование данных препаратов может побочно, соматически помочь человеку избавиться и от запоров, и от диареи, таким образом доказывая фактически, что большинство заболеваний, которые связаны с неврозами, с психозами, они имеют такое проявление, появляющимся в нашем здоровье, с трудностями, появляющимися с нашим здоровьем, и фактически требует рассматривать данную проблему как проблему не только самого органа, а еще и дополнительно нашего общего психического состояния. Ну и вернемся все-таки к теме, как бороться с бессонницей. Первое, необходимо на ночь обязательно принять горячий душ. Использование холодного душа приводит к тому, что человек наоборот возбуждается, его психическая деятельность восстанавливается. А наоборот. Нет, я ошибся, пожалуйста, извините. Наоборот, прием холодного душа успокаивает человека, прием холодного душа успокаивает психическую нервную деятельность, поэтому на ночь хорошо принимать холодный душ, обязательно гулять на открытом воздухе, дышать свежим воздухом, желательно холодным, вечером очень хорошо мерзнуть. Если перед сном замерзнуть, если перед сном принять холодный душ, то, скорее всего, заснете хорошо. Второе, использование, устранение возбуждающих элементов. Очень часто видео, которые делаются в социальных сетях, это видео, которые связаны с политикой, видео, которые связаны с продажами, видео психологов или видео с какой-то определенной музыкой, короткие видео, видео со вспышками, видео драматизирующие или видео, не дающие возможность найти выход, как бы тупиковые видео, видео пугающие. Это все выделяет у человека адреналин и
Многие, кстати, видео используют еще и правила 15 кадра, используют невербальные элементы внушения, я это очень часто вижу. При этом используются невербальные элементы внушения, связанные еще и с невербальными элементами, суггестиями, создающими эмоцию в виде музыки, в виде подобранного правильного музыкального сопровождения. И это создает у человека часто изменение эмоциональное, очень истощает нервную деятельность, и это очень часто происходит перед тем, как человек ложится спать. Вот смотрите, задача человека, который ложится спать, отдыхать. Но когда человек берет телефон и начинает там парсить в Ютубе или парсить в ТикТоке, как часто это происходит, или в Инстаграме, какие появляются у человека модели восприятия? Нужно что-то купить. Вот обязательно нужно там себя изменить, чтобы быть похожей. Как же он некрасиво выглядит, или какая же там кто-то красивая, или еще что-либо. То есть частые явления, когда человек начинает контактить с социальными сетями перед сном, появляются у человека вот как раз невротические состояния. И, конечно же, это негативно сказывается на общее состояние перед сном, когда человек не должен загружать себя, а должен отдыхать. Смена картинок, странная музыка, использование 15 кадра, агрессивные высказывания, маты, импульсивные, пугающие видеоматериалы, смешащие материалы. Это все может приводить человека к тому, что он не сможет заснуть. Именно поэтому в случае, если вы берете с собой телефон в постель, то знайте, это является одним из ключевых факторов того, что вы долго не сможете заснуть. Если вы по чуть-чуть, по 30, 40, 50, 1 час, 2, 3 часа не спите, а смотрите в телефон, то у вас происходит истощение нервной деятельности. В дальнейшем, когда вы просыпаетесь утром, не можете еще и заснуть ко всему, а потом, когда утром просыпаетесь, то утром у вас будет состояние усталости, вы начнете проявлять нервозность, у вас будут появляться нервозные отношения. Также я не рекомендую засыпать под чтение аудиокниг, под прослушивание какой-либо музыки, даже если это самая прекрасная музыка, там арфа или еще что-либо. Что я рекомендую в случае, если человек не может спать? Возьмите книгу, желательно, чтобы эта книга была научная, неинтересная. Из таких, наверное, классических писателей я рекомендую читать Бунина, допустим, потому что Бунин очень успокаивает, там на 10 страниц у него может быть описание того, как зайчик проснулся, бежал по лужайке и после этого вечером заснул в норке. И переживание этого зайчика, описание заката, восхода и росинок на травке и так далее. Все это очень как бы успокаивает нервную деятельность, и читать долго вот такие тексты невозможно. Также чтение литературы на ночь очень позитивно влияет на человека, успокаивая его. Если вы хотите изучать английский язык, изучайте его утром, а вечером любая литература, которая не возбуждает, литература даже интересная может быть, кроме цветных журналов. То есть требования к литературе. Черным на белом написан текст. Я не рекомендую использовать электронные книги, так как когда вы смотрите в телефон, а также когда вы смотрите в планшет или в электронную книгу, вы должны знать, что изображение и свет, который идет от вашего ноутбука, он очень часто совпадает с ритмами нашего мозга. То есть нам кажется, что свет сплошной или изображение сплошное. На самом деле это изображение импульсное. Эти импульсы очень часто совпадают с импульсами нашего мозга, что может привести к слезоточению, спазму сосудов глаз, к спазмированию сосудов мозга, к формированию вегетососудистых состояний, к ухудшению мозговой деятельности, к общим спазмам в теле сосудистых, что может приводить к понижению давления, к увеличению давления и так далее. Именно поэтому даже длительное нахождение в присутствии или там длительное просматривание просто
текста в ноутбуке, кино в ноутбуке и так далее, в телефоне и так далее, это очень часто приводит к появлению у человека чрезмерной нервозности. Именно поэтому человек перед сном ни в коем случае не должен это делать. Смотреть телевизор на расстоянии не менее 3-4 метров еще можно, а вот использовать и так, чтобы была подсветка, не в абсолютной темноте, потому что если смотреть в темноте, то происходит ухудшение состояния психики. Если с хоть какой-нибудь подсветкой, то есть немножко, чтобы свет был, то тогда воздействие вот такое агрессивное, оно немножечко сглаживается за счет подавления люминесценции ламп внешнего освещения, которое может подавлять немножечко вот эти скачки волнообразные импульсов, которые являются импульсами при передаче информации от телевизора или там планшета, от экрана в человеческое сознание. Это очень частое явление, оно в действительности разрушительное. Я утверждаю, что если человек на протяжении дня больше 11 часов находится перед ноутбуком и работает с ноутбуком, глядя непосредственно в ноутбук, то у него развивается заболевание спазм сосудов, глаз, отек роговицы глаза, появление высокого внутриглазного давления, формируется макулодистрофия, это может сформировать у него спазмы сосудов головы, это мозга вернее, это может привести его к появлению слезоточения, к появлению головных болей в лобной доле, в височных частях. И это частое, очень распространенное явление. Именно поэтому я хотел бы вам посоветовать: не смотрите через ноутбук информацию, особенно делая это перед сном. Вы очень истощаетесь, и на следующий день, спустя некоторое время, это может вас привести к появлению самых категорических, тяжелых, психических даже заболеваний. То есть это реакция на раздражители, только она будет более импульсивная, она будет более ярко выраженная. Если человек находится 11 часов перед ноутбуком, то в дальнейшем на следующий день он может проснуться утром с плохим самочувствием, с плохим настроением. У него может появиться фоточувствительность глаз, начнут болеть глаза, виски, начнет болеть голова, может появляться вот такая фокальная мигрень, которая сопровождается как раз с многократными спазмами сосудов. У многих людей это именно и происходит. Что я могу порекомендовать? Как ни странно, я бы хотел вам порекомендовать ношение перед сном хотя бы там 1-2 часа, ну можно 1 час очков с зелеными линзами. Они помогают успокоить и помогают прекратить спазм сосудов. Также просмотр телевизора или через ноутбук какой-либо информации через вот такие очки с зеленым окрасом, они как бы фотостабилизируют состояние воздействия на мозг, не пропуская вот эти очень агрессивные колебания. Но все равно лучше за 2-3 часа перед сном убрать ноутбук, телефон. Не совершайте ошибок, не ложите телефон под подушку, не лежите, не смотрите в телефон, иначе спать не будете. Из препаратов, которые бы я хотел вам посоветовать, медицинский препарат, который называется Livona. Я рекомендую его использовать как снотворное. Препарат нашей компании, который называется экстракт Dremin, 15-30 капель, можно до 50 капель, можно прямо в рот себе капать, или же на стакан с водой, или на ложку с водой капайте такие капли, выпивайте. Если человек засыпает легко, если он перед сном засыпает с легкостью, то это очень хорошо сказывается. В следующем дне он просыпается с хорошим настроением, у него не развивается тошнота, у него улучшается общее состояние. Если у вас запоры, то недосыпание и плохое просыпание по утрам может спровоцировать появление запоров, в дальнейшем развивать эти запоры. В случае, если у вас диарея, то может спровоцировать появление состояний тревожности и страха. В случае, если вы засыпаете плохо по вечерам. Ну вот так. Надеюсь, тема раскрыта глубоко и полностью.
Вера спрашивает. Андрей Андреевич, здравствуйте. Женщина 80 лет страдает приступами давящей боли в груди, как вроде душа болит и давит, а также язык печет от конца языка и чуть выше, и даже зубы смыкает. Ей сказали, что это депрессия. Да, это совершенно верно. Она, скорее всего, страдает депрессией с яркими проявлениями вот таких дистонических состояний. И это все вот так у нее проявляется. Я считаю, что очень важно ей вот что. Первое, ей необходимо убрать углеводы из рациона питания. Второе, увеличить количество сна. Третье, очень хорошо помогает рольфинг. Это массаж ступней, болезненный массаж ступней, когда или общий массаж тела. Массаж должен быть такой давящий, с поиском триггерных зон, с массажированием этих триггерных зон. Вот такой подавленный невроз, который подавлен и находится в теле в комплексе, может создавать состояние, которое в дальнейшем проявляется в виде вот таких тяжелейших психических отклонений. Еще в свое время ученый Лурия писал о том, что наше тело с нашими переживаниями очень часто формирует глубинные неврозы, которые он же назвал паттернами, которые находятся глубоко в мышечной ткани. Очень часто, как ни странно, вот именно такие состояния можно устранять путем вот таких массажей, глубинных массажей. Причем начинать необходимо с ступней. Обычно у таких людей ступня очень болезненная. Также я хотел бы вам дать совет, найти видео в YouTube, которое называется «Рольфинг» Андрей Дуйко. И там я показываю 7 основных точек, которые необходимо массажировать на стопе у человека с целью устранить у человека неврозоподобные состояния и вот такие состояния страха и тревожности. Они действительно очень улучшают общее состояние человека, запуская механизмы восприятия окружающего мира по-другому. Такой женщине хотел бы посоветовать принимать еще и препараты, которые назначит ей врач-психиатр. Скорее всего, это нейролептики, а также антипсихотические препараты. Пусть врач все-таки назначит. Со своей стороны могу порекомендовать ей диету. Пусть не принимает углеводы, пусть по возможности их уменьшит употребление углеводов, кофе, куриного мяса. Далее, как можно больше пьет, ест молочных продуктов, творога, также пусть принимает сливочное масло натуральное, также увеличивает количество жиров. Хотел бы сказать, что депрессивные состояния, нервные состояния очень часто купируются в случае, если человек принимает обычное оливковое масло. Также то, что я говорил по поводу неврозов в самом начале, очень подойдет и ей. Пусть она перед зеркалом выговаривает, что ей мешает, плачет и так далее. Также не находится дома, не ведет отшельнический образ жизни, пусть немножечко выходит в люди, с кем-нибудь общается на базарах, в метро, я не знаю, там в общественном транспорте, пусть общается с подругами, пусть кому-нибудь это высказывает и так далее. Очень часто достаточно человеку просто покричать в лесу для того, чтобы вот такие тревожные невротические состояния могли исчезнуть. Да, это проверено 100%. Блинова Наталья. Андрей Андреевич, грудинного образования принимаю диа по 10 капель 2 раза в день. Сколько дней? Нужен ли перерыв? Главное, мне нельзя калий и фосфор, гемодиализ. И в этом безопасно диа для меня. Да, диа безопасно. Вы можете смело принимать. Принимайте следующим образом. Принимайте по 10 капель 90 дней подряд. Все абсолютно безопасно. Можно 2 раза в день. Также очень рекомендую добавить прием препарата Метикс. В нем находится чага. И чага при опухоли груди тоже себя очень хорошо зарекомендовала. Также, наверное, вы помните, что во время прошлого вебинара, который я проводил на прошлой неделе во вторник, я объявил конкурс. Этот конкурс заключался в том, чтобы написать свой отзыв под моим видео по здоровью, которое я проводил в прошлом вторнике, во вторник на прошлой неделе. 18 июня, по-моему, я хочу сегодня объявить 10 победителей. Данные победители награждаются 2 препаратами. Это препарат Метикс, а также препарат горечи Амарум Дуйко. И по одному из этих препаратов, и Метикса, и Амарум, получат победители данного конкурса. Победителями конкурса являются
Малика Шалиева, Малика Шалиева. Дальше Оксана Петрова. Дальше Ольга Калинина. Дальше Таня Илуга. Дальше Огулян Миродова. Дальше Виктория Жуковская. Дальше Лидия Иванова. Дальше Ольга Пасечник. Дальше Виктория Слащева. Дальше Марта Микофоряк. Еще раз. Малика Шалиева, Оксана Петрова, Ольга Калинина, Таня Илуга, Огулян Миродова, Виктория Жуковская, Лидия Иванова, Ольга Пасечник, Виктория Слащева, Марта Микофоряк. Я эти фамилии опубликую на своей странице в Facebook, моей официальной странице Андрей Дуйко, а также опубликую в своей группе Дуйко, Кайлас и РТМ. И вы можете связаться с операторами, в случае, если здесь есть ваша фамилия, можете связаться с операторами, операторы будут знать, и эти фамилии у них будут находиться, и они отправят вам, как победителям, препарат Метикс и Амарум Дуйко, горечи Дуйко. Поздравляю еще раз. Очень хороший препарат Метикс. Чем он очень хорош? В Метиксе находятся следующие компоненты: экстракт березовых почек, экстракт чаги, а также экстракт и сабельника. Березовые почки, сабельник и чага. Сабельник и чага имеют очень выраженное противоопухолевое действие. Также сам по себе препарат сабельник является ключевым в ходе восстановления и работы почек. Вы знаете, что 80% населения, которые на сегодняшний день сталкиваются с проблемой мочекаменного заболевания, а также почечной недостаточности, являются больными или людьми, которые страдают переизбытком оксалата в крови или по-другому переизбытком пуринов. Вот эти пурины, которые появляются, они приводят к появлению кристаллов мочевой кислоты, появлению оксалатов в мочевой кислоте, оксалатных новообразований, и это все приводит к появлению солевого диатеза или мочесолевого диатеза. Все это в дальнейшем приводит к почечной недостаточности, к патологическим изменениям общего состояния здоровья. Сюда может входить ухудшение общего самочувствия, боли в пояснично-крестцовом отделе, болезненные болевые ощущения мочевыделительной системы при мочеиспускании. Также это может сформировать в дальнейшем появление камней. Так вот, препарат, который называется Метикс, это препарат, способный устранять данные причины и великолепно помогать при заболеваниях подагра, мочесолевой или мочекаменный диатез. Очень рекомендую принимать абсолютно всем людям, которые являются мясоедами. Очень рекомендую. Скоро выйдет у нас еще новый препарат. Данный препарат называется белое мумиё или по-другому каменное масло, которое мы тоже привозим. Чем интересен данный препарат? Очень часто у людей исчезает барьер. Этот барьер исчезает в кишечнике. Данный барьер исчезает очень часто у людей, которые едят продукты питания перед сном, при этом это запивают все алкоголем или употребляют алкоголь. В процессе метилирования происходит как бы исчезновение барьера кишечника, и в большинстве своем пища и ее токсические качества, ферментативные вещества, они проникают напрямую в кровь, и у человека появляется в крови, как бы поднимается, увеличивается холестерин, билирубин. И это все говорит о токсическом влиянии алкоголя на человека. Также в случае, если у человека есть диарея, сахарный диабет второго типа, в случае, если человек болеет туберкулезом или он болеет уже латентно туберкулезом, то есть у него туберкулез не имеет ярко выраженной формы, он болеет туберкулезом первой степени,
то у человека появляются эти инфекции, проявляются они в крови и вызывают в дальнейшем вот такие общие нарушения. Также при, конечно же, любых аутоиммунных заболеваниях, кишечных заболеваниях, неврозах и так далее, пища является для человека ядом, особенно в случае, если она употребляется человеком в ночное время. Такая пища может повлиять на то, что у человека утром ухудшается работа печени, появляется жировой гепатоз печени, появляется цирроз печени со временем, появляются заболевания, сахарный диабет второго типа, аутоиммунные заболевания, общая слабость, анемия, гипертоническое заболевание сердца. И это, конечно, все связано вот с таким питанием. И есть такие препараты, которые способны устранять и очень быстро убирать вот такое токсическое воздействие, устраняя его, собирая это все или сорбируя прямо в крови. И на первое место можно поставить препарат ЕМА, если его принимать по 1 чайной ложке 1 раз в день. Ну и, конечно, второй препарат, который мне лично очень нравится, так как он успокаивает деятельность кишечника, исчезает метеоризм. Очень извиняюсь, Жень, выключи меня на секунду. И, конечно же, поможет вот такое каменное масло. И прием такого каменного масла может помочь избавиться от метеоризма, заболеваний бурлящего кишечника, от диареи. Очень стимулирует общее состояние. Если человек выпивает и утром ему плохо, достаточно выпить 4 таблетки вот такого каменного масла для того, чтобы человек начал себя лучше чувствовать. Соня, уже связался я, там интернет приехал к нам. Давай. Я извиняюсь. Дела семейные. Далее. Татьяна Чабак. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У моего сына проблема с кожей, высыпание на теле, красное лицо пятнами. Пропивал курс Псориатикс. Раньше летом было улучшение, сейчас ничего не помогает. Что это у него? Какие препараты, какую диету соблюдать? Спасибо большое за ответ, ваша ученица. Очень часто появление сыпи на коже вызывается, и особенно красной, вот такой огненной сыпи, связано с повышающимся в толстом кишечнике кислотностью. То есть это, скорее всего, повышение кислотности в 12-перстной кишке, а также в толстом кишечнике. Ну и как необходимо с этим справляться? Необходимо уменьшать употребление углеводов, то есть убирать полностью углеводы, чтобы их не было. Второе, алкоголь нужно убирать. И нужно защелачивать желудок или принимать пищу, которая будет выделять горечь и одновременно будет снижать кислотность. То есть если повышенная кислотность у человека, то не выделяется желчь. И тогда необходимо делать так, чтобы желчь выделялась. Тогда необходимо горечь вместе с щелочью давать.
на время я рекомендую использовать следующий препарат. Изготовить его можно в домашних условиях самостоятельно. Это использование соды с полынью, высушенной в виде порошка напополам, принимая по четверть чайной ложки 2 раза в день. Все места высыпания при этом необходимо смазывать бальзамом, который называется изотоновый, или изотоновым бальзамом, либо изотоновой мазью. И очень рекомендую прямо натирать или втирать длительное время. Также можно попринимать препарат, который называется Эмбрио Плюс. Далее, как можно больше есть белковой пищи. Дальше, принимать горячие полынные ванны. Необходимо брать полынь, заваривать ее из расчета 1 килограмм на 5 литров воды, выливать эту воду в ванну и принимать вот такую ванну. Также есть ряд ванн, которые рекомендую использовать, или принимать такую ванну можно еще и в виде растирки. Очень зарекомендовали себя ванночки или накладывающиеся повязки при псориазе, любых высыпаниях, в которых находится поваренная соль и полынь. То есть берется и магнезия, берется 1 столовая ложка поваренной соли, 1 столовая ложка магнезия, 1 столовая ложка полыни. Заливается горячей водой. После того, когда вода остывает или становится теплой, делается аппликация с накладыванием или фиксацией на 1-2-5 минут на месте покраснения. Обычно это очень улучшает состояние, после чего можно протереть это все. Действительно очень хороший метод. Кузьмина Татьяна. У дочки сильно выпадают волосы. Посоветуйте, какие витамины ей пропить, или есть любые другие народные методы. Когда у человека выпадают волосы, то это называется аллопеция. Почему происходит аллопеция у человека? С чем это связано? Как правило, это связано с гормонами. Какими гормонами? Половыми гормонами. Половые гормоны действуют на мышечное состояние, действуют на печень и действуют на иммунитет человека. И что же необходимо делать для того, чтобы улучшить общее состояние? Первое. Мы должны знать, что обычно во всем есть проблема. Эта проблема заключается в выделении в большом количестве гормона кортизола. Вот этот гормон кортизол, который выделяется надпочечниками, как правило, выделяется во время стресса. Он в свою очередь как бы усиливает выделение эстрадиола и тестостерона. И у женщины происходит массированное оволосение зон тела и уменьшение оволосения зон головы. Также очень часто переизбыток подкожно кальция и формирование этого кальция, накопление этого кальция в гладкой мускулатуре приводит к аллопеции. И что же необходимо делать? Я скажу вам такое, от чего вы будете смеяться. Оказывается, эндогенный кальций, который накапливается у нас в гладкой мускулатуре, его можно вывести, потому что он является как раз проблемой недостаточности кальция экзогенного. То есть вам необходимо начать, ей необходимо принимать кальций вовнутрь. То есть ей необходимо кушать творог, принимать препараты кальция, цитрат кальция, глюконат кальция, или карбонат кальция, можно нашей компании. Я рекомендую цитрат кальция или кальций цитрамин. Препарат такой по чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. Голову при этом очень хорошо смазывать калий содержащими продуктами. Калий содержащие продукты — это мед, можно развести с водой и мыть голову. Лук, можно выдавить сок лука, добавить коньяк, добавить экстракт водяной репешка и смазывать голову или полоскать. Есть такой рецепт: гусиный жир напополам с луком. И смешивается это все между собой в холодном виде и накладывается на голову. Еще желток гусиного яйца. Гусиный жир, желток гусиного яйца и трава крапива. То есть берется порошок травы крапивы, гусиный желток сырой и гусиный жир. Этим всем втирается в голову. Почему выпадают волосы? Волосы выпадают, потому что переизбыток гормона эстрадиол и тестостерон у женщины. И это все на фоне нервных состояний. Поэтому необходимо успокоиться, раз. Второе, необходимо
начать принимать кальций-содержащие продукты питания, наносить маски с высоким содержанием калия и уменьшить количество употребления калий-содержащих продуктов питания. Я рекомендую уменьшить приемы сладкой пищи, уменьшить употребление калий-содержащих овощей, таких как свекла, таких как, допустим, яблоки, таких как апельсины и бананы. Можно увеличить употребление аскорбиновой кислоты, можно в ягодах, это черника, это смородина черная, красная смородина, ну и кисленькие такие ягодки разные. Таким образом можно улучшить общее состояние. Из моих препаратов хорошо было бы такой женщине пропить препарат Пастовит, принимать препарат кальций и магний, можно даже в одном препарате, витамины кальция и магния, кальция больше. Ну и на голову накладывать калий содержащие препараты и принимать, уменьшить количество употребления соли, вот это еще важно, уменьшить количество употребления соли. Уменьшить употребление углеводов. И тогда волосы начнут расти. Татьяна Крылова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Чем можно полечить ТФ, астигматизм у сына? На первое место, вот сейчас у нас очень хороший период. Началось лето. А лето это время ягод. Есть очень хорошая ягода, она называется черника. Она уникальна тем, что в чернике находится вещество кверцетин. Данное вещество кверцетин, оно восстанавливает нервные ткани, восстанавливает сетчатку. Также в чернике находится аскорбиновая кислота, ниацин аскорбиновой кислоты. Это для иммунитета хорошо. И синий пигмент, который является еще и противоопухолевым веществом. Я считаю, что если человек хочет избавиться от всех заболеваний глаз, астигматизма, заболеваний глаукомы, катаракты, то он должен натощак съедать 50-60 граммов свежей черники. Вот как раз сейчас ее будут собирать, и можно прямо начинать ее кушать в любом виде. Со своей стороны хочу порекомендовать наш препарат Мнемонорм, а также препарат, который необходимо принимать на ночь, это препарат Магний Б6. Магний Б6 2-3 таблетки на ночь, Мнемонорм по 2 таблетки 3 раза в день. Данный препарат может справиться с астигматизмом. Светлана, с самого детства страдаю сильными головными болями разного типа, часто мигрени. В 9 лет я переболела Боткина, киста в печени, гастрит. Качество жизни никакое. Всему должна быть причина, но медики ее установить не могут. Медпрепараты мне редко помогают. Буду благодарна за ваш совет. Тибетская медицина говорит, что мигрениевидные формы у человека появляются в тот момент, когда у него половые гормоны в переизбытке на фоне стрессов. И это все влияет на деятельность печени и желчного пузыря. В свое время я об этом уже рассказывал. И знаете, кто бы что ни говорил, но в случае, если человек принимает то, что я ему говорю, то в дальнейшем говорит мне огромное спасибо. Почему? Дело в том, что если вы будете использовать те методы, которые я говорю, вы 100% в дальнейшем избавитесь от мигрени. Итак, первое. При мигрениях начните каждое утро принимать оливковое масло. 1 столовая ложка, запивая любым количеством воды, желательно теплой. 1 столовая ложка оливкового масла натощак, и делайте это 1, 2 или даже 3 раза в день, не бойтесь. Далее вам необходимо начать принимать мой препарат, он называется горечь Амарум. Принимайте его перед каждым приемом пищи по 1 чайной ложке, держа во рту и полоская вот такой смесью полость рта 1-5 минут перед каждым приемом пищи. После чего глотайте и только через 3-4-5 минут начинайте прием пищи, можно запивать водичкой. Следующее. Принимайте мой препарат Гепакс, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Мигрофит, 1 таблетка 3 раза в день. И Тантал и Гепафит. Тантал и Гепафит. Гепакс 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Гепафит 1 таблетка 3 раза в день. И Тантал 1 таблетка тоже 3 раза в день. Но если есть у вас чрезмерное волосение, я рекомендую использовать еще препарат Тест Стоп. Также хотел бы вам сказать по поводу диеты. Вам необходимо будет
на хотя бы 3 месяца полностью убрать из рациона питания сладкую пищу. Совершенно не принимайте ничего сладкого. Александр Дмитриев. Здравствуйте, Андрей Андреевич, здравствуйте. В 40 лет установили болезнь Паркинсона. Мне 57 лет. Болезнь прогрессирует. Принимаю НАКОМ. Есть ли возможность облегчить страдания? Тибетская медицина говорит вот о чем. Она говорит, что следствием появления тремора в человеческом теле является первое заболевание почек, второе заболевание печени и третье переизбыток белковой пищи. Первое, что я вам хотел бы посоветовать: полностью уберите белки из рациона питания. Старайтесь уменьшить количество употребления белков. Второе, увеличьте употребление медь, содержащих продуктов питания. Каким образом и как необходимо лечить? Первое, продукт с высоким содержанием меди называется в нашей компании алгоцин. Принимайте по чайной ложке на стакан воды или даже на 2 стакана воды, по 1 стакану после приема пищи через час, маленькими глотками по чуть-чуть, так как она, если выпить сразу, не сможет усвоиться, такая медь. Принимайте по чуть-чуть на протяжении дня. Второй препарат Гепакс. 1 столовая ложка на 1 стакан воды, полстакана 2 раза в день. Третий препарат, это препарат Метикс, 1 чайная ложка на стакан воды или полстакана воды, тоже 1-2 раза в день. Уберите белки, также принимайте Амарум, препарат горечи, 1 чайная ложка 2-3 или даже более раз. При этом убирайте по возможности белковую пищу из рациона питания. В случае, если это вызывалось у вас и появление заболевания является следствием невротическим или следствием неврозоподобным, и постоянно происходит вот такое возбуждение, то я рекомендую использовать спрей для носа, который называется окситоцин. Используйте спрей для носа, брызгая 2, 3 или даже 4 раза на протяжении дня в одну и в другую ноздрю. Это успокоит и восстановит вашу нервную систему, улучшит общее самочувствие. Увеличьте количество употребляемых углеводов на ночь. Я рекомендую перед самым сном и засыпанием съедать на кусочек белого хлеба или белого тоста, намазать сливочным маслом натуральным, после чего сверху налить толстым слоем мед. Съедайте это перед самым сном. Если вы это будете, вообще рекомендую употреблять такой хлеб на протяжении дня 3 раза в день. Есть ночное время. Это ночное время 4 часа ночи. А если быть как бы более буквальным, то это 4 часа 50 минут. В случае, если человек в 4 часа 50 минут будет употреблять 1 стакан козьего молока, то именно в это время вот таким образом можно человека вылечить от заболеваний Паркинсона, Альцгеймера. Но опять-таки свежее молоко должно быть от козы, оно не должно быть магазинным, ну и так далее. Ну, это не всегда подходит. Опять-таки хотелось бы сказать несколько слов. Я не являюсь поклонником того, что вы отмените препараты медицинские и перейдете исключительно на использование препаратов компании «Тибетская формула». Все-таки пусть будут все-таки препараты медицинские, но дело в том, что очень часто наши доктора, они не до конца понимают, наверное, как питание, как образ жизни может воздействовать на организм человека. Именно поэтому я вышел со своими программами и пытаюсь объяснить, на что стоит обратить внимание в тот момент, когда человек болеет тем или иным заболеванием. Конечно же, вот такие рекомендации, как, допустим, употребление большего количества жиров и углеводов, особенно в ночное время при заболевании Альцгеймера, Паркинсона, как ни странно, еще и при заболеваниях почек, может помочь человеку избавиться от таких неприятных состояний. Сколько это по времени принимать? Принимайте на протяжении 1-2 месяцев, будете в восторге от тех результатов, которые будут. Естественно, если вам врач назначил препараты, там, я не знаю, Абикса, Мамантин, ПКМРС там, или какие-либо другие, обязательно их не отменяйте.
Кузьменко Татьяна. У моей мамы под кожей по телу в разных местах зудяшки, зудящие покалывания. С чем это может быть связано? Как ей можно помочь? Вот такие зудящие покалывания — это неврологическое проявление или неврологические следствия неврологических заболеваний. Блуждающие покалывания в виде начала формирования заболевания, поясовый лишай, геморрагическая лихорадка и так далее. Вот то, что будет дальше, будет опасно. Именно поэтому уже сейчас есть смысл обращать на это внимание. Первое. Необходимо ограничить употребление углеводов. Второе. Начать принимать препараты, снижающие углеводы. Это в моей компании это препарат глюконорм, а также это гликоцитрохромин. Глюконорм по 2 таблетки 3 раза в день, гликоцитрохромин по 1 чайной ложке 2 раза в день. Препарат альфа-липоевая кислота, который будет помогать сосудам в случае, если это следствие каких-то развивающихся проблем аутоиммунных, чтобы не развивались заболевания, в случае, если это связано с сахарным диабетом, чтобы не формировалось заболевание нейропатии. И, конечно же, принимать альфа-липоевую кислоту по 1 таблетке 3 раза в день. Далее препарат неврологического характера, который называется у нас Morbus Stop и Эстонервы. Morbus Stop — стальные нервы, по 1 таблетке 3 раза в день. По моему мнению, хорошо было бы ей пропить еще иммунный препарат моей компании, либо Иммуногрант, либо Мумио, либо Инстамакс по 1 или даже 2 таблетки 3 раза в день. Таким образом, сам процесс развития неврологического заболевания прекратится. И можно, знаете, еще что есть такой препарат, это трибетин по 1 таблетке 2 раза в день. Можно и его. Лена Джакушева. Это да, так и есть. Низкий вам земной поклон, уважаемый Андрей Андреевич. Спасибо вам большое за все, что вы делаете во время вебинаров. Пожалуйста. Ирина Д. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Связано ли с гормонами зуд, воспаление, трещины в заднем проходе и в гениталиях? Как ни странно, вот такая проблема трещин и так далее связана с тяжелыми состояниями вен и мышечных тканей. И очень часто связана с ухудшением иммунитета и агрессией иммунной. То есть не иммунный дефицит, а наоборот очень агрессивное иммунное поведение. Что необходимо делать в этот момент? Необходимо перейти на диету белковую, дальше жирсодержащую. И что необходимо делать? У нас есть препарат убирать слизи. Каким образом убираются слизи? Путем применения горечи. Это прием имбиря, это прием амарум дуйко горечи. Также принимать препарат геморнем по 2 таблетки 3 раза в день. Мускус по 1 чайной ложке 2 раза в день. Рутин по 1 таблетке 3 раза в день. Легка хода по 2 таблетки 3 раза в день. Ставить на ночь свечу мускусную ректально. Ирина, добрый день, Андрей Андреевич, помогите советом. Очень настойчиво, колдовством. Уже 5-й год, хотят забрать бизнес и здоровье. Пробовала защиту ножами, эффект был первые 2 раза. Что есть сильнее? Помогите. Сильнее всего это магия, которую я описываю в своей бесплатной 1-й ступени школы Кайлас, которая бесплатно совершенно выложена на моем официальном канале, который так и называется Андрей Дуйко. Я очень рекомендую вам пройти бесплатно эту ступень и постараться понять все то, о чем я там говорю. Вот на этот вопрос, который у вас есть, ответ там точно найдется. Хочу еще раз напомнить, сегодняшний вебинар посвящен здоровью человека, и я бы хотел отвечать на вопросы, которые связаны все же со здоровьем вашим. Итак, блиц ответы на вопросы, которые вы задали мне под постом Дуйко Кайлас и РТМ. Итак,
Ольга Васильева. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Я собираюсь удалять миому матки. Скажите, пожалуйста, что можно принимать из ТФ после операции, чтобы все хорошо? Принимайте мумиё, принимайте каолин, принимайте препарат, такой есть мицникистки. Мила Мишель. Здравствуйте. Если в почках камни большие, можно принимать ТФ? Можно принимать ТФ, препарат терпентиновая живица, депосалт и препарат подагрин и препарат метикс. Денис Рдытенко. Здравствуйте, маме 70 лет, очень болят ноги, чем можно помочь? Снижайте количество употребляемых углеводов. Очень часто нейропатия является следствием болезненных состояний в ногах на фоне сахарного диабета первого или второго типа. Принимайте препарат рутин и альфа-липоевая кислота. Следите за тем, чтобы не образовывались трофические язвы. Ольга Васильева. Еще очень кружится голова. Принимая Диторекс, магнумцид, гликоцитрохромин. Что может помочь? Принимайте альфа-липоевую кислоту. Принимайте препарат Гворгин. Также обязательно, вот я сегодня говорил, сливочное масло на хлеб и сверху мед. Ешьте это 3-4 раза в день. Чтобы голова не кружилась, народный способ есть такой. Поможет использование, есть створки арахиса белые. В случае, если арахис выкапывают из земли, это же корень получается, его достают, когда из земли, то он в такой белой створке. Когда ее, эту белую створку лущат, то из нее вынимают уже ядра арахиса. Вот такую белую створку необходимо отмыть, перемолоть на кофемолке и заваривать 1 столовая ложка на стакан воды и пить вот такой завар 2 раза в день. Исчезает головокружение, очень улучшается состояние зрения, очень помогает при шуме в голове и даже помогает при агрессивных вспышках поднимающегося артериального давления при длительно тянущей гипертензии. Мина Нургалиева. Здравствуйте. В самом начале обучения могла лечить своих внуков. Вот сейчас очень много информации, не всегда понимаю, что же нужно почитать. Подскажите, пожалуйста, моя внучка родилась очень маленькая и скоро ей будет 3 месяца. Весит очень мало, каждый месяц по 500 грамм. С чем это связано и что почитать или подышать, чтобы она начала набирать вес и стала активной? С уважением, ваша ученица 4 ступени. Как-то не тот вопрос вы здесь задаете, но из-за того, что ребенок маленький, конечно же, я помогу. Здесь нужно просто понимать, мама кормит ребенка или нет. В случае, если мама кормит ребенка, я рекомендую маме перейти на диету, в ходе которой будет очень много кедровых орешков и очень много грецких орешков. Также для того, чтобы у ребенка вес набирался, маме необходимо принимать абрикосы, овощи желтого цвета и так далее. Если 3 месяца, то ребенку можно уже давать по чуть-чуть красную икру. Также делать массаж ребенку, ребенку массаж горячий. Натирать животик любым маслом, желательно хи. Елена Проскуренко. Моему папе, особенно правую сторону живота, моему папе 82 года, вдруг невыносимо стала болеть у него правая нога в паху. Я думаю, что он потянул связку или мышцу. Говорит, что терпеть тяжело, пока не найдет определенное положение тела. Обезболивающие снимают боль, но слабо. Подскажите, пожалуйста, ваш метод. Смотрите, в случае, если агрессивная, очень ноющая боль, то первое, что необходимо делать, это выяснить причину. Дело в том, что очень часто боль в паху может быть вызвана появлением опухолевидных новообразований. Особенно это происходит в летнее время. И мы, как правило, не обращаем на это никакого внимания, а нужно было бы. Я перед тем, как сказать, что приложить, хотел бы, чтобы вы все-таки обратились к врачу. И это достаточно осмотр в начале терапевта, который назначит курс исследований. Возможно, придется сделать УЗИ исследования предстательной железы. Или сразу идите на УЗИ исследования без назначения терапевта. Можете провести коммерческое исследование, чтобы определить, что же в паху мешает ему нормально чувствовать себя. Обычно это происходит в момент новообразования. Это может быть следствием аденомы предстательной железы. И это может быть следствием даже простатита. Ну и, конечно же, связка. Но в целом, на самом деле, мышца и связка не дают настолько агрессивную боль, что ее невозможно было бы терпеть. Также любое увеличение мышцы или связки — это
тонические болевые состояния, которые обычно проявляются и после этого уходят. Оно не болит постоянно. У него же боль, скорее всего, пульсирующая, расширяющаяся, и ему необходимо найти какое-то положение. Это положение связано с освобождением пространства, очень напоминает опухолевидное новообразование. Вот моя рекомендация. У мужчин старше 80 лет это очень частое явление, поэтому при всем моем уважении моя рекомендация все-таки обратитесь к врачу. Люба Режицкая. Можно соду приложить, знаете, к этому месту, тогда опухоль уменьшится. Люба Режицкая. Если это растяжение связки, то можно использовать мазь траксивозиновую, натирать 2-3 раза в день. Люба Режицкая. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у меня фиброаденома молочной железы, пропила месяц мастопатин. По вашей рекомендации скажите, чи потрібно продовжувати пити, чи можна ще з народних методів приймати або ЕТФ. Принимайте СТФ, препарат Метикс, также продолжите принимать препарат Мастопатин. Метикс по 1 столовой ложке на стакан воды 2 раза в день, препарат Мастопатин по 1 таблетке, по 2 таблетки 3 раза в день. Также самим Метиксом можно натирать грудь в тех местах, где есть фиброаденома. Также можно попринимать препарат Гепакс, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день, и препарат можно препарат Амарум. Марьяна Королевская. Андрей Андреевич, благодарна за лечение ТФ для сына. Результаты супер. Если можно задать вопрос обо мне. Мне сейчас 38 лет по знаку Скорпион. Косточки на ногах в подростковом начались. Эзотерическими медными монетами делали. Сейчас на 2-м месяце приобрела. Манкулит, уролиз, подагрин, мазь вальгусан. Что порекомендуете мне в этом случае по питанию и лечению? Всегда искренне спасибо. Вальгус устраняется полным устранением белков. Старайтесь меньше принимать белковую пищу, старайтесь на время стать вегетарианцем, не принимайте продукты зеленого цвета, ни огурцы, ни острые специи, как можно больше каши пшеной, как можно больше каши рисовой. Можно попринимать препараты, которые могут убрать пурины, это ацетил, это препарат аллопуринол по 1 таблетке 2 раза в день, либо, вот это да, забыл, впервые со мной такое. Не помню. Александра Сикорская. Можно смазывать вот этим метиксом, который у вас есть, и вальгусановой мазью, и все исчезнет. Вообще я хочу вам сказать, что появление вальгусных наростов на стопе является не только проявлением подагрического заболевания, очень часто это является еще и проявлением остеопороза. Я вспоминаю историю, когда большому количеству женщин сделали операции по удалению хрящевой ткани между 1-м и 2-м пальцем с сшиванием самой стопы, как бы выпрямление 1-го пальца. И когда такие операции проходили, то очень были люди довольны состоянием стопы. Но в дальнейшем это проявилось в том, что эти женщины начали ломать тазобедренные суставы. И один из врачей когда-то гипотетически предположил, что расширение стопы обычно связано с переносом центра тяжести человека с бедра на стопу. Таким образом, мне бы хотелось вам сказать, когда у человека появляется вальгусное расширение стопы или вообще стопа становится шире, то очень часто это является симптомом, на который стоит обращать внимание. Это симптом остеопороза или полимиелита. Ну, остеопороз — это недостаточность эндогенного кальция, поэтому лечить необходимо путем приема препарата кальций-цитрамин или цитрамин или цитрат кальция. Кальций-цитрамин называется у нас препарат. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Также увеличить количество употребляемых кальций содержащих продуктов питания, в которые я советую добавлять лимонный сок из настоящего лимона. Кстати, несколько слов по поводу лимонной кислоты. Конечно же, вызывает удивление, что многие считают лимонную кислоту высушенным соком лимона. Это не так. Лимонная кислота является веществом, которое появляется вследствие брожения бактерий при изготовлении
дрожжей, дрожжевых бактерий. Именно поэтому, когда происходит выращивание дрожжей в этих ваннах, где дрожжи выращиваются, в процессе их жизнедеятельности выделяется вот такая кислая жидкость. Эта кислая жидкость высушивается, и это то, что мы в дальнейшем называем лимонной кислотой. Лимонная кислота достаточно агрессивное вещество для того, чтобы очень ухудшать состояние желудка. И, по моему мнению, использование лимонной кислоты в пищу человеку не подходит совершенно. Именно поэтому я абсолютный, стопроцентный противник использования пищевой лимонной кислоты. Я считаю это ядом, считаю, что использовать это как продукт питания нельзя. Где же она используется? Очень часто она используется в ходе выпекания продуктов сдобы, при подлимонивании или подкисливании продуктов питания, каких-либо сиропов или каких-либо компотов или каких-либо соков. Считаю, что данный продукт питания не стоит употреблять категорически. Из продуктов питания, которые я считаю не должен употреблять человек, это соки, которые продаются в магазинах, любых магазинах. Дело в том, что в ходе изготовления соков используется только до 10-15% соков. Все остальное это крахмал в виде загустителя и обычная глюкоза или обычный сахар в виде подсластителя. Запах же дается с помощью синтетического химического элемента, который называется отдушка. Цвет дается в ходе использования такого же цветового химического компонента, часто неорганического происхождения, очень часто цитотоксичным ярко выраженным действием, так как прием вовнутрь пигментов очень часто приводит к появлению почечных заболеваний. Именно поэтому я абсолютный противник питья человеком соков. Если вы хотите пить соки, покупайте соковыжималку, давите себе соки и пейте их. Все магазинные соки вредны, и человек их принимать не должен, даже если они красивые, имеют, по вашему мнению, натуральные компоненты. Знаете, как один мой знакомый говорил: Андрей Андреевич, я пью только морковный сок и так далее. А потом мы были у меня дома, и я ему говорю: послушайте, давайте я вас угощу настоящим морковным соком. После чего взяли морковный сок или взяли морковки, почистили их и отдавили из них сок. Я ему даю пить и говорю: это похоже на тот сок, который продается в банках? И он говорит: нет, это даже отдаленно не напоминает тот сок, который я покупаю в банке. Я ему говорю: так вот, этот сок настоящий. И он не сладкий, он еще и перченый немножко, его приятно пить с солью. А тот сок, который ты пьешь сладкий, в нем находится вода, крахмал и пищевая добавка с запахом морковки, что очень вредно. Александра Сикорская. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к молочному грибку? Его называют тибетский гриб или рисовый. Можно ли его употреблять вообще? Я считаю, что данный рисовый или молочный гриб является ядовитым веществом для нашего желудка. Обосновать я это хочу вот с чем. Однажды я брал кишечные бактерии и после чего провел некоторые испытания. Жаль, что их не снимал, но скоро у меня появится небольшая лаборатория, установлю микроскоп и буду снимать видео, показывая, как это все устроено. Так вот, взяв бактерии, которые находятся у нас в кишечнике, и развел их посеял их на агар-агар, после чего добавил вот такой молочный грибок, который начал развиваться гораздо активнее и подавлять бактерии наши молочные или кисломолочные бактерии, энтеробактерии нашего кишечника, что у него очень хорошо получилось. Я хочу вам сказать, что употребление молочного грибка или грибка рисового или тибетского грибка в начале появления гастрита положительно может сказаться на организм человека, снижая высокую кислотность. Но в дальнейшем, как правило, после длительного высокой кислотности у человека снижается кислотность и появляется ригидность желудка. И в этот момент кислотность низкой становится. Так вот, использование такого грибка
приводит, во-первых, к тому, что появляется более быстро пониженная кислотность. Второе, это ухудшит общее состояние двенадцатиперстной кишки и в дальнейшем обязательно приведет к отеку слизистой оболочки толстой кишки и в дальнейшем может спровоцировать появление язвенного колита, язвы двенадцатиперстной кишки, а также хронической диареи и даже, по моему мнению, в дальнейшем может проявиться в виде заболевания может быть даже гранулематоз. Может даже гранулематоз. Анжела Джелман. Здравствуйте, Андрей Андреевич. В последнее время стало повышаться нижнее давление. Скажите, может ли употребление канцерамидина повышать давление? Может. Вообще нижнее давление обычно у человека повышается в том случае, если человек нервничает. Хотите народный способ устранять все виды артериального давления? Возьмите и сделайте вот что. Купите обычную валерьяну и купите обычный, ну можно пустырник. Смешайте валерьяну и пустырник между собой, сделайте из них порошок, заваривайте 1 столовую ложку на стакан воды, принимайте по стакану воды 2-3 раза в день. На протяжении 2 месяцев забудете, что у вас когда-либо было артериальное давление, и оно больше не будет. Ко всему еще и успокоит вам ЦНС. Виктория Малгорзата Обрешк. Ага. Виктория Мальгозата Обребска. О, здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня все время заложен нос и от лекарств уже зависимость. Что можно сделать? Заранее спасибо. В нашей компании разработан препарат, который называется трангиновые капли. Используйте данный препарат, закапывайте 5-6 раз в день вот такими каплями. И нос ваш избавится от стабильно. Также очень хорошо применять при этом еще какой-нибудь антигистаминный препарат. Допустим, цитрин. 1 таблетка цитрина 1 раз в день и капли трангиновые для закапывания носа. Татьяна Гренберг. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня уже больше месяца сильно болит колено на левой ноге. По лестнице ходить проблематично. Пила таблетки от боли. Делала уколы на время облегчения, потом опять. Врач говорит артроз. Заказала препараты. Принимаю глюкохон, здоровые кости, цитрокальцимин. Пользуюсь спреем артрамин. Подскажите, пожалуйста, как правильно принимать мне, поскольку эти препараты, что еще стоит приобрести? Ну, вы, в общем-то, правильно поступили, но глюкохон вам не полечит сустав. Также цитрокальцимин тоже не полечит. А вот чем необходимо лечить? У нас есть мазь артрозиновая и таблетки артрозин. Вот эти таблетки артрозин по 2 таблетки 4 раза в день, а мазать тоже 3-4 раза в день. Также сделайте болтушку. Возьмите сырое яйцо в шкарлупе куриное, добавьте его, на него налейте уксус. Пусть этот уксус постоит 2-3 дня, потом прокалите это яйцо, взболтайте и процедите. Каждый день натирайте вот этим веществом место боли, делайте это до 5-6 раз в день. Также очень хорошо очень поможет вам препарат Метекс по 1 чайной ложке 3 раза в день. Полностью уберите белки, старайтесь кушать меньше глюкозы. Старайтесь не есть зеленые продукты питания, то есть лук-порей, шпинат, щавель, меньше кислой пищи. Нужно убрать алкоголь. И вообще так побольше впроголодь живите. Кушайте побольше овощей, фруктов вареных. Овощей вареных, фруктов сырых. Это был последний вопрос, на который я ответил. И давайте еще раз. Давайте сегодня я объявлю конкурс. Это конкурс такой же, который я проводил на следующей неделе. Когда закончится данное видео и оно будет опубликовано на моем официальном канале, Андрей Дуйко официальный канал в YouTube, вам необходимо будет зайти, найти данное видео и написать свой комментарий или дать какой-либо совет.
дать совет о том, как вы избавились от какого-то либо заболевания с использованием препаратов компании «Тибетская формула», или же написать, что вы лечили или как вам помогли препараты «Тибетская формула», либо написать слова благодарности за какой-либо мой рецепт, который я давал. 10 победителям, написавших лучшие комментарии, я подарю 2 препарата компании «Тибетская формула». Это препарат для печени, который называется препарат Тантал, и препарат для поджелудочной железы, который называется препарат Панкрисорб. Итак, препарат Тантал и Панкрисорб для 2 победителей, которые будут объявлены во время проведения, 10 победителей, которые будут объявлены во время проведения следующего вебинара по здоровью с компанией «Тибетская формула» от Дуйко Андрея Андреевича. С огромным уважением. Если у вас появляются вопросы и вы хотите назначения, то вам необходимо связаться на моем сайте aduyko.com с операторами. Когда оператор не может назначить вам курс лечения, оператор обязательно связывается со мной. И я помогаю оператору подобрать правильный курс лечения. Поэтому не стесняясь, задавайте вопросы операторам. Они давно уже работают, и их рекомендации достаточно хороши, эффективны и очень хорошо помогают тем, кто обращается к ним. Я желаю всем здоровья, прекрасного лета. Не забывайте накрывать голову шапочкой, когда загораете. Сейчас прекрасное время для того, чтобы снизить свой холестерин. Как известно, холестерин снижается, если человек во время жаркого дня находится возле дерева можжевельник. Поэтому находите дерево можжевельник, садитесь перед можжевельником или под ним, или рядом с ним, и делайте глубокие медленные вдохи и выдохи. Как ни странно, вот такие ингаляции веществами, которые выделяют во время жаркой погоды можжевельник, можно устранить заболевания холестерина, а также снизить количество окклюзий, устранить непроходимость сосудов и даже снизить количество тромбоцитов, снизить количество холестерина, улучшить общий гомеостаз крови.